Всем привет! Меня зовут Дима. Сегодня мы будем изучать JavaScript. У меня в прошлых уроках по PHP и других есть упоминание о JavaScript, но так как эта тема вообще большая и необходимо знать любому веб-разработчику JavaScript, даже если вы пишете бэкэнд, но в принципе, конечно, если вы там работаете через Java, там, C# или еще какой-то язык, кроме PHP. Вы пишете бэкэнд, но все равно для того, чтобы понимать, как вообще браузер там данные формирует, отправляет, как работает фронтенд, нужно знать JavaScript. К тому же, зная один JavaScript, вы тоже можете также и бэкэнд писать, так как существуют разные способы. Есть такой сервер Node.js, написан на C++, который на котором можно написать код с помощью разных библиотек для преобразования там запросов HTTP и так далее, веб-сокетов, обработки данных на бэкэнде, подключения к базе данных, и вы сможете, зная только один JavaScript, делать и фронтенд, разработку в браузере, и на сервере обработку данных всех. Поэтому JavaScript настолько очень популярный, если не ошибаюсь, вообще номер один в мире. В принципе, популярность он уже несколько лет держит лидирующие самые позиции. Так, начнем. Сегодня будем изучать типы данных. Создадим файлик, просто назовите как угодно. Я его назову type.js, чтобы мне потом не запутаться. И расширение HTML. Нам, в принципе, больше ничего не нужно. Откроем в браузере. Пока что у нас пустая страница. JavaScript, он уже встроен, виртуальная машина в браузер. Поэтому нам, чтобы писать программы, вообще больше ничего не нужно. Нужно просто браузер и все. Так, откроем дальше. JavaScript вы можете в блокноте или скачать с собой текст. У меня с собой текст, либо любой другой редактор, который вам нравится, где писать текст. Либо вы можете вообще нажать F12 в браузере. У вас откроется вот такая панелька. Либо она будет сбоку, вы вот так можете поменять, нажав на 3 точки. И прям в консоли писать. Вот так, смотрите. Консоли лог пишется. И, допустим, там hello. И вот у нас данные вводятся прямо в консоли, можете писать. Ну, зачем мне так не особо удобно, не хочется. Итак, сегодня будем изучать типы данных. В JavaScript есть вообще всего 8 типов данных. Есть обычные типы, простые. И есть более сложные объекты, массивы. Но на самом деле все в JavaScript является объектом в браузере и наследуется от других объектов JavaScript. Ну, давайте, допустим, начнем с объявления переменной. Переменные объявляются так. Есть ключевое слово var, старый синтаксис. Допустим, будет x равен 2. Это тип числа. Number. Тип у него номер, number. Для того, чтобы посмотреть тип, мы можем воспользоваться оператором функции, у которой есть, кстати, два синтаксиса, либо так, либо typeof. Можно в скобочках, одно и то же будет. И сделаем следующее. Возьмем вот так консоль log, напишем, это будет вводить в консоль браузера информацию. И скопируем, вставим и сделаем 2 раза так. Ой, секунду. Ой, да, вот так все. Итак, у нас тут вообще сейчас не подсветится синтаксис, потому что файлик расширения HTML нужно вот так написать следующее, чтобы HTML понимал, вот все. И вот, и, кстати, чтобы у нас строка была не в одну строку, мы просто сделаем перенос строки. Это как и в других языках будет вот так, с помощью n. Зайдем обратно в браузер наш, перезагрузим. Вот, видите, номер. Кстати, перенос строки тут, да, я забыл, консоль log, он это сам создает новую строку каждый раз. Да, вот видите, оба типа number. Обратно переходим и создадим, допустим, переменную
Назовем его SLED ключевым словом. Разница лишь в области видимости. var – это глобальные типы данных. Вообще эту статью об этом нужно снимать отдельный урок, потому что так быстро не расскажешь, в чем разница. Это я потом сделаю. Запомните, есть три типа, есть способы объявления переменных. Var, let и const, константы. Допустим, напишем hello, приветствие, пусть будет hello. У меня не очень с фантазией сейчас. И зададим еще константу, const. Hello, const пойдет. И тут напишем const. Все. Скопируем эту строчки кода, поставим и напишем следующее. Так, hello. Склеим строку. Склеение строки происходит с помощью оператора плюсика. И напишем, что у нас hello это равняется вот этому. А переменная hello const у нас будет следующая. Она будет так. Равняться вот этому. И откроем браузер. Посмотрим. Видите? Оба стринга. Ничего сложного. Так объявляется строка просто. Причем разницы между двойными и одинарными кавычками в JavaScript нету. Дальше пойдем. Есть еще такие специальные типы данных для чисел. Это для номеров. Ну да, для чисел. Объявим, как, допустим, infin, назовем. Infinity есть специальный тип данных. Является бесконечностью. И посмотрим, что же нам выведет. Он напишет, что есть такой тип данных Infinity. Ой, вот этот Infinity, да. Перезагружаем. Ой. Вот, видите, Infinity. То есть номер. Но это специальное такое, то есть ключевое слово, что я заговорился. Также есть еще одно ключевое слово none. То есть тип данных. Что я заговариваюсь. None. Пусть будет 2s. Неважно. Так, смотрите, перезагружаем. None, видите, номер тоже. Это все к номеру относится. Вот так вот можно скопировать. Поставить. Это у нас к номеру все относится. Следующий тип данных это булевые. Это все тут очень просто, как и в других языках. Допустим, t равен true. Есть тип данных. И есть еще false. То же самое. Тут вообще даже ничего интересного нету. Это булевый тип данных. Логический. Так, file. Напишу. Пусть будет file. Вот так вот. Type of file. tr. Будет у нас tr. Перезагружаем. Вот видите, file boolean. Все очень просто в этом плане. Если переменная не задана, у нее будет специальный тип данных false. Объявим переменную, то есть undefined. Undef. Назовем ее и не будем ей ничего присваивать. И посмотрим, чему же она будет равняться undefined. Неизвестному тип данных, специальный тип такой. Можно, и поэтому, если переменная там, допустим, не определена, не задана, можно проверять типа if, если она неизвестна. Также мы можем ей принудительно задать undefined. И посмотрим. Видите, ничего не изменилось. Такое тоже специальное слово в JavaScript есть. Дальше у нас пойдут... забыл. У чисел есть еще один тип специальный. Это тип, сейчас удалю, вот это уже не нужно, большого числа. Смотрите, допустим, объявим переменную big integer. Он так и будет там называться bigInt. И пусть будет такое число, такое огромное число.
И выведем его, скопируем консоль log, посмотрим, чему же она будет равна. Видите? Значит, недостаточно большой, нужно, значит, еще больше. Та-та-та-та. Ну, вообще 2 в 53 вроде уже есть, 2 в 53 степени. Ну ладно, что-то не хочет. Мы сделаем следующее. Мы просто выведем это число сейчас сюда. Вот, видите, оно показывается как 1, 2, 3, 2, 1, вот так, через точку. Чтобы оно показывалось корректно, мы должны в конец числа поставить это n английское. Английское n должны поставить в конец числа. И видите, теперь оно отображается корректно. Это BigInt, специальный тип данных. Его также можно по-другому объявить, допустим, вот так будет. BigInt. Блин, я уже не помню. Так вроде оно. Или BigInt. Ну, вообще очень редко им кто пользуется. Я не знаю, где. Ну, я не просто ни разу даже не пользовался, так что вообще хрен с ним, как говорится. Давайте более такие нужные вещи изучим. Есть еще также OBJ, объект тип, самый распространенный, как я говорю, все наследуется от объекта. Сложный тип. В него можно другие типы даже. Это как коллекция, как массивы, грубо говоря, в других языках. Что-то похожее, но не массивы, потому что для массивов есть как бы уже объекты объявляются через фигурные скобки, а массивы они через квадратные. Разница вся в том, что они как бы, да, оба объекта являются, как я говорю, потому что все как бы является объектами в JavaScript, просто наследуются они там по-разному, имеется, и так как это объект, у них есть даже свои методы, типа вот к этому, к массиву мы можем сразу применить метод, его через точку, for each, очень распространен, как и в PHP. И первый параметр будет значение, ключ, key и сам массив, ссылка на массив. И разница между ними в том, что вот сильное отличие, допустим, от PHP в JavaScript, если мы хотим ассоциативный массив, положим, как бы хотим положить ассоциативный массив в JavaScript, то он автоматически станет объектом со свойствами. Это мы можем вот как бы вот так сделать, смотрите. Вася, допустим, 2. Вот. Видите, вообще умер сразу. Потому что, ну зато мы можем сюда поставить, как свойство задать ему Вася 2. А здесь все нормально будет. И мы также можем взять и obj, тут это сразу вывести эту Васю, как свойство массива. Вася. Мы можем вывести так, а можем как массив его вывести. Сделаем следующее. Мы возьмем obj и через квадратные скобки, так obj, Вася напишем. И смотреть, что будет. И так работает, видите? В принципе, ассоциативным массивом тоже сразу является. Оно является и свойством, и как ассоциативный массив. Кстати, свойство может быть даже числовым, допустим, 4, 5. Но вот это не сработает запись, а вот эта запись сработает. Число нельзя будет обратиться сюда. Даже я вам просто продемонстрирую. К числу через точку нельзя. Видите, он сразу ругается и не работает. Число через точку не работает. А вот как через квадратные скобки число можно задать как свойство. Вот так. На этом все. Вот эти вот самые, ну, это типы данных. Все есть еще now, кстати, забыл, да. Есть еще вот let now. Просто такой тип данных. Кстати, сейчас я вам продемонстрирую. Это как бы тип данных now вообще. Но будет он показан как объект.
Видите, null объект равен. Это специально сделано еще. Специально оставили его как объектом. Эта ошибка является официальной в JavaScript, но оставили как объектом, чтобы поддерживался старый код, все поддержка была. Ну, в принципе, это никому не мешает, он, видимо, нафиг никому не нужен. Ну, по большому счету, да. Так, вот на этом сегодня все. Это было вот, изучали как бы базу сегодня, основные типы данных в JavaScript. Вы можете самостоятельно еще больше почитать в этом. Спасибо за внимание. Всем удачи. Удачи вам всем. Все, пока.